Вам не кажется, что есть вещи, о которых лучше узнать не из книжек, а из практики? Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое творческая невинность и как фотографу ей лучше распорядиться. Ну что, ребятки, сегодня мы поговорим об одной очень важной теме, как формируется вкус у фотографов, как сохранить свой творческий вкус, как сделать так, чтобы вам нравилось по-настоящему хорошее, качественное искусство, и вы не восхищались чем-то непонятным. Тема несколько странная вам может показаться, но это очень важно. Когда вы новичок, и вы вообще не шарите, что такое красиво, некрасиво, допустим, если говорить про фотографию, очень важно, чтобы на стартовом этапе вы обратили внимание на хорошие ориентиры. Фотографическая невинность – это то, когда вы не занимаетесь фотографией, и вы вообще, как обыватель, совершенно ничего про нее не понимаете. И тут вы начинаете увлекаться ей, и у вас появляются какие-то кумиры, какие-то фотографы, которые вам нравятся, какие-то ориентиры. И вот этот момент супер важный. Почему он важен? Потому что в этот период вы формируете свой вкус. И как раз-таки об этом я и хочу поговорить. Когда я начинал заниматься фотографией, на дворе был 2010 год, не было толком нормального YouTube, не было книг по фотографии, ничего не было вообще практически про фотографию. Всего было очень мало. Не было интернета, ВКонтакте только появился, стена, Дуров, представляете? Вообще дичь. Короче, в эти глухие, дремучие времена... фотографов в России было достаточно мало известных, не было Инстаграма. Собственно говоря, было достаточно трудно найти кого-то, на кого ты будешь равняться. То есть, когда вы начинающий фотограф, у вас возникает двойная проблема. С одной стороны, вы в предмете вообще не разбираетесь, и с другой стороны, вы даже с большим трудом можете выбрать кого-то для себя как ориентир, потому что вы же не разбираетесь, вы не знаете, где хорошо, где плохо. Вам нужно, чтобы кто-то указал. А сейчас такое время интернета, Инстаграма, очень много контента, и очень трудно в такой во всей каше разобраться. Почему я как раз-таки привел в свое время, когда я только начинал заниматься фотографией? В тот момент было довольно мало фотографов, и была такая очень модная тема, тогда все фоткали в клубах. Я прям помню, то есть это была такая история, это было супер модно, то есть все говорили: ты чё, Володя, надо идти в клуб, ты научишься фотографировать. То есть я тогда устроился в фотомагазин, у меня там была какая-то первая камера, я вообще был такой не алё, то есть я ничего не понимал в фотографии совершенно, мне было супер интересно, поэтому я и пришел в фотомагазин, но ничего не разбирался. И все предлагали ходить по клубам, фоткать ночью. Но тогда мне это показалось каким-то странным, и я подумал, это же вообще не про фотографию. И сейчас я понимаю, что это был тогда очень классный шаг, что я отказался от этой идеи, не стал фоткать, как все в клубах, потому что, это было модно, вроде девчонки, там, веселуха, но я понимал, что это вообще не про фотографию. И в этом есть очень большой смысл. Смысл в том, что когда вы только начинаете, вам очень важно сориентироваться на правильные вещи. Первое впечатление, первые вообще ваши работы, они формируют ваше дальнейшее представление, потому что вы к чему-то привыкаете, и к каким-то вещам вы уже не возвращаетесь. Вы же там, когда завязываете шнурки, для вас это по автомату, на автомате. Раз, два, три, вы не думаете, как там, что это. Да? Так же и здесь. Поэтому, когда вы начинающий фотограф, крайне важно ориентироваться на каких-то классных, хороших фотографов. То же самое, кстати, с искусством. Почему все говорят, что важно смотреть картины? Не потому, что вы смотрите на картину, и вы так вы наполняетесь ее творчеством, это Дали, а это не Дали. Да на самом-то деле разговор не об этом, а разговор о том, что это все говорится о насмотренности. То есть, когда вы смотрите хороший контент, у вас просто голова, как нейросетка, учится. Вот сейчас нейросети учатся, эти GPT-чаты, они учатся с вами общаться. Да? Они как это делают? Они огромное количество текстов прогоняют. Так же и здесь. Ваша голова, вы же не просто так образуетесь с прекрасным вкусом. Не бывает такого, чтобы человек родился, и у него был фотографический вкус. Это всегда большой труд. То есть есть труд незаметный, когда вам просто что-то нравится, и вы незаметно тратите эти, 10 тысяч часов. Это тоже, кстати, из этого тема. То есть, грубо говоря, голове нужно время, чтобы огромное количество контента увидеть, переварить его, усреднить и уже создать свое какое-то мнение о предмете. К чему я веду? Я веду к тому, что на начальном этапе, когда вы только-только занимаетесь фотографией, относитесь очень внимательно к тому контенту, который вы смотрите, к фотографам, которые вы считаете классными. Потому что, это тупо может звучать, фотографы, которые я считаю классными. Кто мне понравится, тот и того я и буду. Но
Понимаете, это как в музыке, как в музыкальной школе. Вы, когда приходите учиться, вам же не просто так не дают какую-то поп-музыку, там, да, а вы учитесь на какой-то классической. Потому что есть академическое образование, которое формирует в вас вот этот вкус, вот эту вот нейросетку, о которой мы говорили, тренирует. Поэтому, когда вы выбираете фотографов, старайтесь смотреть не на просто что-то такое понятное вам, красивое, старайтесь найти каких-то людей, которые по каким-то критериям достигли чего-то. Очень важно изучать фотографию и историю фотографии. Почему? Потому что вы тогда не будете изобретать велосипед. Есть очень много разных фотографов, которые делали супер крутые вещи еще до того, как появился Photoshop. Есть просто ультрасовременные фотографии, которые сделаны там 100 лет назад. Ты смотришь и думаешь, да как вообще это возможно? Да? И в этом суть. Поэтому вы должны изучать историю фотографий. Просто даже для начала пройдитесь по каким-то топовым фотографам, там 20 фотографов возьмите и просто посмотрите, что они делали. Потому что так вы сможете вот не изобретать этот велосипед и хотя бы понять, что уже было до вас. Потому что в конечном счете любое творчество – это вы как бы компиляция того, что уже было. Конечно, есть старые фотографы, которые создавали что-то с нуля сами, открывали какой-то новый стиль или делали что-то новое. Но сейчас на самом-то деле крайне важно для начала хотя бы понять, что они уже сделали, потому что многие люди даже не изучают это и как бы вообще не в курсе, что это было. Когда я, допустим, начинал заниматься фотографией, мне понравился там фотограф Майлз Олдридж, к примеру. И мне он понравился не потому, что он там фотографировал там голых девчонок или там что-то такое, ну, очевидно понятное, ну, вот как обычно там, кому нравится, какие фотографии собирают больше всего лайков, там, фотографии голых девушек, там, ну, что-нибудь такое. Почему? Потому что, ну, как бы, блин, всем оно нравится. Но вы здесь должны задуматься, в этом и прикол, что здесь больше не про фотографию, а про объект съемки. Я к чему веду? К тому, что есть фотографы, очевидно, крутые. То есть они, может быть, в разных жанрах, они могут быть какие-то нишевые, какие-то, но в них есть уровень какой-то, знаете, интеллектуального труда. И вот это очень важно, уметь на начальном этапе видеть и ориентироваться на таких фотографов. Не смотрите, старайтесь не смотреть какой-то супер понятный контент, а старайтесь смотреть что-то такое общепризнанное. Вот второй фотограф, который мне понравился, это Жан-Батист Мандин, квинтэссенция такого европейского фэшна. Вот у них картинки, видите, совершенно разные. И в этом суть, что как бы вот эти люди, они мне понравились, и они как-то вплелись в мое творчество. И сейчас я фотографирую не как они, конечно, не как один, не как второй, но что-то общее я использую. Когда вы берете что-то очевидно такое попсовое, приятное, там, не знаю, красивые девочки в масле, такие, оп, там, попы, грудь, все дела. Ну, как бы это красиво, но аж чему вы в этом научитесь? Ну, как бы красоте модели. Когда я увлекался фотографией, я ориентировался на коммерческие фотографии парфюма, и мне казалось, что идея сфотографировать парфюм, когда я был там совсем начинающим, это типа крутая история. Потом, блин, как сфотографировать духи? И вот эти вот фотографии, что они всегда очень разные. Вот была фотосессия для Живанши, я еще тогда в школе учился, там вот фотка такая, парень, он скинул рубашку, и девушка стоит без майки, и девушка выходит из машины, и у нее на полу его белая рубашка, она такая наступает в туфельки. Я тогда подумал, блин, как это клево. Меня прям это вот тогда как-то я захотел быть вот на этом месте, бросить эту рубашку этой красотки, ну, кстати, 8 класс, там все вообще, че, кого, тигр. И, ну вот тогда на меня это произвело впечатление, эта фотка. И вот мне кажется, отчасти это как бы, возможно, тоже сыграло какую-то роль. И вот эта концепция, что там парфюм, к примеру, хорошая история, как вот коммерческая фотография, потому что ты решаешь задачу, да, это довольно неплохой, мне кажется, подход. Поэтому хорошо, когда вы ориентируетесь на что-то коммерческое в хорошем смысле, не просто массовая фотография детей там в школе, ну понимаете, тут как бы прям мясо, а, допустим, какие-то рекламные кампании, какие-то рекламы для брендов. Это же обычно... Почему это хорошо? Потому что, представляете, это бренд берет кучу денег и вкладывает это большие инвестиции, и они стараются максимально сделать крутые фотки. То есть усредненные. Понятно, что мы, типа, здесь, это же коммерция, тут же история про продать, дать, тут есть ответственность. Возвращаясь к теме ролика, понимаете, очень важно сохранять свою творческую невинность в плане того, что не загрязнять свою голову некачественным контентом. Если вы подписываетесь на каких-то фотографов, подписываетесь на каких-то людей, старайтесь подписываться на каких-то по-настоящему значимых. Потому что, ну блин, есть крутые фотографы, как Марио Тестино, к примеру. Он просто один из лучших.
И там все в индустрии считают, что он офигенный. И с ним трудно спорить не потому, что он снял миллион фотографий, или потому, что у него там есть фотосессия принцессы Дианы. Хорошая фотосессия, но, допустим, я его люблю за другие фотографии. За фотографии, в которых есть очень тонкая история повествования, за то, как он решает эти задачи. Потому что я, как коммерческий фотограф, я же не просто типа там беру фотоаппарат и творю. Я хочу решать задачи. Мне нравится делать фотосессии, которые решают какую-то задачу. Если это бренд, то я снимаю фотосессию для бренда, чтобы его там продукт продавался. То есть я как бы произвожу нужное впечатление. Если говорить про серьезную работу, это всегда решение задачи. Если вы смотрите фильм, это решение задачи. Там целая команда решает задачу сценария, чтобы вы почувствовали определенные ощущения. Также здесь, как фотография. Поэтому классные фотографы, коммерческие, успешные, они очень крутые. Есть, допустим, Энни Лейбовиц, одна из самых популярных в России фотографов. Она супер классная, у нее есть просто бомбические фотосессии, как, допустим, Водянова с Пи Диди. Просто пушка, бомба, самолет. Но есть, допустим, у нее такой нюанс, что очень многим она нравится, потому что ее фотографии, они противоположны, к примеру, Марио Тестино. Вот смотрите, фотки Марио Тестино, фотки Энни Лейбовиц. Видите, какая разница? У Марио Тестино есть контакт с моделью, то есть там прям вот человек, вот он вот прям как бы здесь. А у Лейбовиц она более, у нее более фотографии такие картинные, менее живые, то есть такое все немножко, на некоторых фотках оно прям супер, даже безжизненное. Это красиво, это прикольно, но когда вы новичок, вам не нужно концентрироваться на таких вещах, потому что Лейбовиц в свое время снимал репортажи, она кучу лет к этому шла, и в ней есть вот этот багаж, натренированная нейросетка, которая умеет снимать по-разному и выбирает этот стиль и делает в этом стиле. Но, понимаете, в этом ее и есть прикол, что она, как человек, который был изначально репортажным фотографом, она о себе вообще, ну, как бы всегда мыслила как репортажный фотограф, она в это привносит свое что-то новое. А когда вы новичок, и вы смотрите на ее работу и говорите, я хочу делать так же, что получается? Вы просто часть какую-то считываете, пытаетесь это повторить. Поэтому здесь очень важно видеть разные аспекты. Понятно, что на начальном этапе это сложно. Мой совет такой, для начала просто подпишитесь на хороших фотографов, мировых фотографов, которые вот во всем мире считаются топовыми. Выберите какой-то свой стиль и попробуйте для себя обозначить это как в виде истории какой-то. То есть какой жанр, какая история вам нравится. Нравится ли вам какой-то хоррор или нравится вам что-то такое жизнерадостное. Потому что в конечном счете мы же не можем быть всякими. Как вы знаете, шарик округлый со всех сторон. В нас есть какие-то особенности, которые мы, в нас есть что-то, что нас характеризует. То есть нам не нравится все и сразу. Для начала вы просто ищите, выбираете классных фотографов, и потом потихонечку актуализируете, ищите, пробуете. С одной стороны, конечно, вы должны натренироваться и наснимать какое-то количество разных вещей. Понять всю теоретическую часть, чтобы фотоаппарат для вас был просто как продолжение руки, чтобы вы вообще не задумывались, там, как оно все работает. Это понятно. И, конечно, нужен опыт, нужны какие-то провальные съемки, какие-то хорошие съемки, чтобы вы просто пробовали, знаете, тыкали палочкой в это все и смотрели, как оно вообще работает, и тогда ваша нейросетка тренируется в голове, и вы начинаете видеть новые грани, новые сложности. И потом со временем вы сможете закладывать в это больше и больше и больше, и делать очень тонкую работу, которая просто человек увидит, скажет, о, это красиво. Но в этом, конечно, будет большой-большой труд. И к этому все и ведется, понимаете? Классные фотографии, в них есть большая глубина. Они продуманы не просто там не только красивая модель, но там есть очень много нюансов. И в этом есть как бы суть, что к этому прийти можно только через большую тренировку вашей нейросети, через сложные образы, через решение задач, через поиск, через как бы собирание вот этих кусочков пазлов, из которых вы потом будете создавать свои фотографии. Потому что вы же не можете их из башки просто, из головы создать. Ну, что вы создадите? Если ребенок, знаете, не обучится речи там до скольки-то лет, у него просто эта часть головы усохнет, и он никогда не научится говорить. И это странно, но это реально так. И многие вещи мы берем просто из культуры. Поэтому очень важно формулировать качественную информационную вот эту всю историю в голове, загружать в вашу нейросетку хорошие фотографии. Напишите мне в комментариях, какой фотограф вам нравится. Также заходите в мой канал в Telegram и в группу ВКонтакте. Там мы общаемся, обсуждаем работы участников. И если вас интересует индивидуальное обучение фотографии, ретуши либо света, можете написать мне в личку. Я провожу очное обучение в Москве и онлайн. И также, если вас интересует какая-то фототехника, можете написать мне, я вам организую скидку от моего партнера фотомаркета Ярки.
Итак, 5 фотографов, которые мне нравятся. Не буду ставить им 1, 2, 3, потому что они все как любимые дети. Первый — это Жан-Батист Мондино, французский фотограф, просто пушка. Он снимал клипы для Мадонны, причем такие огненные клипы. Я ссылочки в Телеграм заходите, я выложил этот клип в Телеграме, просто капец. И для меня, короче, это было просто что-то невероятное. Ну, я тогда думаю, вот это уровень, к этому надо стремиться. Ну, ты смотришь на фотки зарубежных артистов и думаешь, вот это да. Второй фотограф — это Майлз Олдридж. Он офигенский, просто совсем в другом стиле. Кстати, третий фотограф, вы не поверите, мне очень понравился, это Тони Дюран. Он офигенно фотоет голых людей. У него прям получаются супер такие кайфовые секси-фотки. Я вот на самом-то деле редко фоткал голых людей. Кстати, почему редко? Кто хочет голую фотосессию? Тони Дюран просто вообще красавчик. У него офигенные фотографии, очень провокационные, очень такие свободные. Он очень классно фоткал Джей-Ло, очень много. Ну, короче, пушка. И еще из фотографов это Марио Тестино, конечно, но это просто, знаете, это как вот легендарный фотограф. То есть я считаю, что вот если фотограф номер один вот в современности, то это, наверное, Марио Тестино. Не только потому, что он сделал огромное количество обложек там Vogue и прочего, а потому что он как просто человек-эпоха. Еще мне очень нравится Мерталас. Это фотодуэт, они просто бомбические ребята. Ну, я не знаю, они вот современный фэшн у меня в голове на 30%, наверное, на 40% сформированы ими. Кстати, у этих ребят есть рекламная кампания для Gucci, я тоже в Телеграм к себе выложил, посмотрите, просто это, знаете, символизм, современная ретушь, вот эти вот все такие синие тени, одни из первых они стали использовать, вот эта картинка такого 2010 года, наверное, она мне очень сильно въелась в голову, я очень долго пытался от нее отойти, уже на дворе 20-й, Володька все в 10-м. Да, еще можно добавить, конечно же, Энни Лейбовиц. Она очень классная, ее фотосессия Водянова из Педиди просто пушка, вот, разнос. Но у нее фотки, они такие более как бы в таком стиле очень обработанном, то есть такие прям вот как картины в какой-то степени, классные. Вот, это фотографы, которые меня восхищают, и я рад с вами им поделиться. В итоге, что я вам хочу сказать? Подписывайтесь на хороших фотографов, я буду с вами делиться теми, которые меня вдохновляют, ищите своих, чувствуйте это, развивайте свой внутренний мир, смотрите искусство, потому что в нем есть чужой опыт человеческий, пытайтесь понять его сложность, понимайте истории, потому что из этих историй потом будут создаваться ваши фотографии. Старайтесь искать что-то чуть более сложное, постоянно ставить себе новые задачи, проверять, смотреть, следить за тем, куда ваш вкус вас направляет. Это очень важная история, и тогда вы будете конкретизировать свой вкус и делать то, что вам нравится. Так что, ребятки, спасибо большое за просмотр, хорошего вам настроения и помните, творчество — это в нашем сердце, поэтому творите, верьте в себя, и у вас все получится. Кто-то любит, знаете, суши, кто-то бургер, кто-то шашлык. Опять я про еду. Человеческого общества, человеческой расы. Крошка-сын пришел к отцу и спросила Крох, как вы знаете, квинтэссенция фэшна. Вот представьте себе фэшн, вот типа вот в кавычках, прям такой вот 2х, да? То есть это же невозможно понять по размеру груди, которую он делает, если мы говорим про пластического хирурга, который делает. Мне кажется, это какая-то тупая мысль. Нормальная? Володя, хочу голой фотки! Ну вот.